Здравствуйте, это Тора Квест, и я Лара Троиновская из Москвы. И я, Люба Барсеф из Израиля. В поиске ответов мы штурмуем Тору, и на этой неделе говорим о главе Ваишев и поселился. В ней начинаются великие приключения одного из сыновей Якова, Иосифа. Мы с вами находимся на склонах холмов, общей площадью 2,5 квадратных километра, недалеко от Модиина. Здесь располагается заповедник библейской природы Неот-Кдумим, представляющий растительный мир земли Израиля, а также восстановленные элементы древней сельскохозяйственной культуры, водоемы для сбора дождевой воды, маслобойные прессы, амбары, винодельни. Древние еврейские книги были созданы именно на фоне таких ландшафтов. В этом красивейшем парке воссоздана библейская природа. Здесь есть точно такая яма, в которую братья бросили Иосифа, и в конце мы собираемся в нее залезть. Оставайтесь с нами, смотрите нас до конца. Да, можно сказать, что Иосиф – главный герой этой главы. Кроме небольшого, но важного отступления о жизни Иуды, вся глава посвящена взрослению любимого сына Якова. Будучи подростком, Иосиф ведет себя вызывающе по отношению к своим братьям. Да что там, стучит на них папе. Играл с сыновьями Бильги и Зильпы, жен отца его, и доносил Иосиф о них худые вести до отца. Мало того, что он любимец отца, так Иосиф еще рассказывает братьям о своих снах, в которых они вместе с отцом приходят поклониться ему. Мягко говоря, братья недовольны, и они решают ему отомстить. Сначала хотят убить его, но потом, в конце концов, продают Иосифа в рабство в Египет. Якову они показывают одежду брата, смоченную кровью зарезанного ими козленка, но Яков не может окончательно поверить в смерть любимого сына. Он безутешен и долгие годы оплакивал его отец. А Иосиф попадает в рабство к египетскому вельможе, начальнику над палачами, Потифару, и благодаря своим способностям вскоре становится у него управляющим. Иосиф же был красив станом и красив видом, и его начала домогаться жена Потифара. Однако Иосиф сбегает, оставляя у нее в руках свою одежду. И в отместку она заявляет, что Иосиф пытался ее изнасиловать. Таким образом, наш герой попадает в тюрьму, где оказывается в одной камере с двумя проштрафившимися придворными фараона. Им снятся странные сны, и Иосиф разгадывает их смысл. Так, постепенно начинается его путь к вершинам египетской власти. В этой главе есть несколько важных и больших тем, достойных обсуждения. Но начнем мы с самого актуального для нас, как мам, с отношений между детьми в семье. Что говорит Тора о братьях в семье? Братская ненависть, берущая свое начало с Каина и Авеля, становится своеобразной нормой для людей. Вспомним об отношениях между Ишмаэлем и Исааком, Исавом и Яковом. Это явно не случайно. Буквально в каждом поколении что-то идет не так между братьями. Когда я только думала о том, что у меня когда-нибудь появятся дети, я перечитала тонны психологических книг как раз о том, как сделать так, чтобы дети в семье чувствовали себя на равных. Мне казалось, что в моей собственной родительской семье был определенный перекос. И я ни в коем случае не хотела допустить, чтобы кто-то из моих детей чувствовал себя недолюбленным. Иногда я сама допускала перекосы, только в другую сторону. Надрывалась, тащила двоих на руках, потому что если одному надо, значит и другого обидеть не могу. Но для меня это было принципиально важно. У Якова не было психологической литературы под рукой, к тому же любимая жена умерла, а тут такой сын, похожий на любимую рано умершую жену. Короче, Яков не избежал особого отношения, потому что был Иосиф сын его старости. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих и сделал ему одежду разноцветную. А это значит, выделил его среди братьев даже внешне. Ничем хорошим это, увы, не закончилось. Когда братья его увидели, что отец любит его больше всех братьев его, то возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Парень тоже возгордился, стал вызывающе вести себя, рассказывать сны свои, в которых он явно стоял в иерархии выше братьев и даже отца с матерью. И сказали ему братья: «Неужели ты царствовать будешь над нами и править будешь нами?» И еще больше возненавидели его за сны его и за речи его. И завидовали братья ему. Современная психология настаивает, что детей нельзя выделять, нельзя противоставлять и нельзя сравнивать между собой, ставить одного в пример другим. Это важно. Изначально каждый ребенок хочет получить максимум внимания и любви. И, естественно, если он замечает, что родители относятся к другому с явным предпочтением, то начинает ему завидовать.
А наши мудрецы говорят, что именно братская ненависть привела в итоге к тому, что еврейский народ попал в рабство в Египет. В Израиле, как известно, культ детей. Большие семьи далеко не редкость, и то, что у меня их 4, является скорее правилом, чем исключением. В какой-то момент мы с мужем начали понимать, что нам элементарно не хватает знаний о том, как правильно воспитывать детей. В Израиле существует невероятное количество школ для родителей, и мы тоже записались в одну из таких. Это школа Адлера. На самом деле мы пришли туда совсем с другой проблемой. Сын с утра до ночи играл в компьютере. А проблема отношений между детьми, как мы думали, нашу семью совершенно не касается. Когда в очередной раз после курсов мы рассказывали детям, чему нас там учили, а учили нас никогда, ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в детские ссоры, только если есть опасность для жизни, мы с гордостью декларировали, что нас это не касается. Мы же никогда не вмешиваемся. Дети аж захлебнулись от возмущения. Вы не вмешиваетесь? Да вы всегда вмешиваетесь. Оказывается, мы этого просто не замечали. И тогда мы однозначно решили, что с этого момента будем себя контролировать и больше ни во что не будем вмешиваться. И вот наступил день, когда дочь с сыном поругались и бегали друг за другом. А самая старшая схватила огромный нож, замахнулась и закричала: «Родители, вот сейчас самое время вмешаться!» Понятно, что в итоге все превратилось в шутку и все помирились. Вмешиваться надо, если существует опасность для жизни, если присутствует излишняя жестокость в отношениях. В остальном пусть ругаются, пусть дерутся, пусть мирятся, пусть учатся общаться. Тем легче им будет потом выходить из семьи и общаться в социуме. Братья и сестры – это бесплатные тренажеры социального поведения. На них с легкостью отрабатываются навыки общения. А поэтому мы согласны, братьям и сестрам просто необходимо ругаться и вступать в конфликты. Многие сейчас вздохнули с облегчением. Да-да, вы нормальные родители, даже если ваши дети между собой ругаются. А уж если вы не влезаете, то вам и цены нет. Вернемся к Иосифу, нашему герою. В самом начале главы, когда мы с ним знакомимся, его называют на иврите Наар – подросток. Да он и был подростком, своенравным, избалованным, любил красиво одеться, заносчиво себя вел, стучал отцу на братьев. При этом Яков не просто так выделял Иосифа. Иосиф был талантлив, имел способности к языкам, и отец видел в нем продолжателя своего дела. История с братьями, работа в Египте, тюрьма заставили его пройти этапы взросления в экстремальных обстоятельствах. А к тому же, Бог был с ним, и всему, что делал он, Бог давал успех. Что это значит «Бог был с ним»? Для этого есть такое неожиданное определение в Мидраше. Иосифа никогда не покидает надежда. Он спокоен и уверен в себе даже в таких непростых обстоятельствах, в которые он попал. Его выдержка и достойное поведение нравятся всем. Это и есть «Бог был с ним». Это можно истолковать и по-другому. Тора говорит о Иосифе как о человеке исключительной духовной силы. Даже будучи оторванным от семьи, он продолжал вести себя нравственно, даже во враждебной, развращенной среде Египта того времени. Что такое хорошо и что такое плохо, были зашиты ему на подкорку, и он всегда поступал согласно своему внутреннему цензору. Вообще, страшно подумать, какие ужасные испытания выпали на долю этого мальчика. Будучи любимцем, он ребенком был продан в рабство родными братьями. Какой это страшный удар! Дальше служил верой и правдой Потифару и незаслуженно был обвинен в домогательствах к его жене и попал в тюрьму. В тюрьме он помог виночерпию разгадать его сон. Тот, освободившись, сразу забыл про Иосифа. Казалось бы, у него были все причины возненавидеть человечество и стать мизантропом, но Иосиф сумел сохранить душу. И, как мы увидим в следующей главе, остался благородным, духовным, чистым и честным человеком. Достаточно упомянуть, что, вновь увидев своих братьев через много лет после продажи, он и не помышляет о мести, а дает им шанс исправиться. Но об этом в следующих главах. Мы находимся у той самой ямы, в которую братья бросили Иосифа. Ну, то есть у подобной ямы. И сейчас мы туда спустимся. Опа. Мама! Я боюсь. Слушай, тут осы. Тут осы, я тебе... Ой, боже. И голуби. Фу! Ой, не хотела бы я быть на месте Иосифа. Мы сделали это. Мы сделали это. О. Где твоя рука?
Вопросы этой недели. А что вы делаете, когда ваши дети ругаются? Как вам удается не выделить кого-то из детей? До встречи! Друзья, подписывайтесь на наш канал. Вот тут. Читайте первоисточник, изучайте Тору с нами или по отдельности. Тора всегда в тренде. Пока-пока. А для тех, кто досмотрел до конца, о слове «анонизм» и не только о нем. Анан – так звали второго сына Иуды, внука Якова. И вышла такая история, что ему пришлось жениться на жене старшего умершего брата. Звали ее Тамар. И сказал Иуда Онану: «Войди к жене брата твоего и женись на ней по праву деверя, и восстанови семя брату твоему». И тут интересно. Старший сын от такого брака наследует имя и имущество умершего. Но самое главное, что он будет носить имя умершего брата и не будет считаться потомком своего отца. В данном случае Анана. Это коренным образом не устраивало второго сына Иуды, и потому он затеял такую игру. Но так как знал Анан, что это семя будет не ему, то бывало, когда входил он к жене брата своего, то ронял на землю, чтобы не дать потомства брата своему. Ничем хорошим для Анана это не кончилось. И было неугодно Богу то, что он делал, и умертвил он также и его. А нам наследство осталось название этого сексуального явления – анонизм. А вот теперь до встречи на следующей неделе. Живите полной жизнью. Пока! Живите в удовольствии. До встречи!